Отец актрисы, профессиональный спортсмен, и всегда мечтал, что дочь пойдет по его стопам. В год малышке даже подарили фотоальбом с надписью «Будущей олимпийской чемпионке». Ирина росла в небольшом городе Выкса Нижегородской области, ходила на плавание, легкую атлетику, зимой каталась на лыжах, коньках, кроме того, училась играть на скрипке. Возможно, мечта папы сбылась бы, но она заболела сценой, безумно хотела петь и даже выступала на городских площадках. В ее репертуаре были песни Наташи Королевой, Фредди Меркьюри. После окончания школы педагог по вокалу посоветовал ради постановки «Голоса» поступить в театральное училище в Нижнем Новгороде. Когда Пегова была на втором курсе, посмотреть работы студентов приехали звезды и руководитель мастерской Петра Фоменко. Тогда будущая звезда случайно в пустом коридоре встретила Петра Наумовича, который пожал ей руку и сказал пару слов. Она восприняла произошедшее как знак и вскоре рванула поступать в ГИТИС на курс Фоменко. Сегодня Ирина Пегова одна из самых востребованных актрис отечественного кино, и отец гордится дочерью. Накануне юбилея, 18 июня, артистке исполнится 40 лет. Школьные друзья и учителя рассказали Стархиту, почему так клянчила пятерки, о чем просит бывший директор школы. Будет звездой. Я учила Ирочку немецкому языку до 11 класса. Минус, рассказывает Стархиту педагог Татьяна Викторовна. Когда в первый раз увидела, сразу подумала, будет звездой. Она всегда участвовала в жизни школы, росла очень добрым и активным ребенком. Помню, выставляла ученикам итоговые оценки, и у нее вырисовывалась 4. Ира увидела, подходит и говорит, как хорошо. Татьяна Викторовна, могу же на отлично. Не хотелось расстраивать ребенка, поставила авансом, но предупредила, что делаю так первый и последний раз. Минус, мол, старайся. Вскоре в ее дневнике красовались только 5. Ирина умница. Представляете, самостоятельно разобралась с английским языком, по книжкам. Несмотря на звездный статус, Пегова до сих пор общается со многими одноклассниками. Постоянно находится на связи с лучшей школьной подругой Наташей Ефремовой, минус, продолжает преподаватель. Они какое-то время вместе сидели. Обе прекрасно учились и давали списывать двоечникам на контрольных. Кстати, Ира обязательно приезжает, когда класс собирается на встречу выпускников. В школе есть доска почета, где красуется ее фотография. Дети часто о ней расспрашивают. Помню, еще студентка из столичного института, звонит, Татьяна Викторовна, мне нужно стихи рассказать перед самым строгим зрителем, который чувствует фальшь.
Разрешите?» Не отказала ей. Как поняла, это было домашним заданием. Прочитала с душой. Всем понравилось. У Пеговой нет звездности. А то обычно как? Люди уезжают, добиваются успехов и забывают, с кем раньше общались. Надеюсь, ничего не поменяется, корона не вырастет. Подарит танец. Ирина всегда была душой компании и заставляла кавалеров краснеть. Дело было во 2 классе. Во время какого-то праздника нас собрали в кафе и устроили конкурс. Минус, вспоминает Владимир Астраханцев. Педагоги раздали разрезанные пополам открытки и рассказали условия: у кого совпадут картинки, тот с тем и танцует. Моя подходила к Ирининой, мы закружились в танце. Жутко комплексовал, но старался не показывать, с честью довел дело до конца. Когда стали старше, иногда вместе гуляли. Обычно бродили по территории детского сада. Но я все-таки мальчишка, поэтому больше общался с пацанами, которые любили подвалы, подъезды, сигареты. У нее же совсем другое воспитание, она интеллигентная. С семьей Пеговых дружит директор школы, Андрей Викторович Уханов, он часто наведывается к ним в гости, я общаюсь с папой Ирочки. Сергей работал у нас физруком, сейчас уже на пенсии, занимается пчеловодством. Как-то пригласил меня на день рождения к дочке. В качестве презента принес большой букет цветов, она так искренне обрадовалась. В этом году школа отмечает юбилей. Не люблю никого ни о чем просить, но на этот раз решил пренебречь принципами. Обратился к Вере, маме Ирины, сказал замолвить обо мне слово, мол, очень ждем на праздник. Надеюсь, у нее найдется время, приедет и подарит песню или танец.